Меня зовут Борис Зильпер. Сегодня 28 мая 1998 года. Я беру интервью у Клавдии Лепа. Клавдия Лепа. Интервью проходит в городе Кириат-Хаим, государство Израиль. Будьте добры, назовите полностью ваше имя, отчество и фамилию. Значит, Клавдия Петровна, Л-Е-П-А. Еще раз произнесите вашу фамилию, не по буквам. Лепа. А ваша девичья фамилия? Б-А-Г-Л-Е-Б-Т-Р. Можете ее произнести полностью? Баглейптер. Сколько вам лет? Сейчас мне 68. А точная дата вашего рождения, год, месяц, число? 29-го года, 1929, 5 декабря. Где вы родились? В Бердичеве, город Бердичев. Какая это область? Житомирская. Скажите, пожалуйста, какой была до войны ваша семья? Ну, отец, мать, 2 брата и бабушка. Жили вместе? Это все вместе мы жили. Брат мой учился в Киеве в художественном училище. Как звали брата? Исаак. Но он приехал за каникулы, и началась война, и он остался, его убили. А в художественном училище он учился по какому профилю? Художник. Откуда такие способности? Он очень способный был. Он очень, я не знаю, откуда способный, он очень был способный. Я дома рисовал такие картины большие. А кто-то еще в семье, в родне отличался такими способностями? Нет, никто. Он один такой был у нас. Но я не знаю, может, там какие-то были далекие предки наши, этого я не знаю. Но он был очень такой, ну, был по этому делу очень такой. Он и при немцах, когда были немцы, ходил своим этюдником, и без, нужно было такую одевать, знаете, что повязку с 6-гранной звездой он не одевал, и ходил так, никого не боялся. Продолжал рисовать. И рисовал. Клавдия Петровна, вы сразу начали с брата. Чуть подробнее поговорим о вашей семье и начнем с родителей сейчас. Вот папина имя, отчество. Ну, Пейс, так можно говорить? Конечно. Он писался Петр, но выше был Пейси Ицкович Баглейптер. Чем он занимался? Он был в магазине. Раньше он был таким продавцом, а потом где продавали хлеб, отдельный такой магазин, и он там работал. До самой войны. А сколько было папе к началу войны лет? Какого Наверное, возраста? 40, я считаю. Я так не... Ну, так и не знала, я была еще не такая взрослая, чтобы узнавать это. А имя, отчество мамы? Рива Борисовна, так Рива Берковна она была, Вайсман. Девичья ее фамилия. Девичья Вайсман. А на какой фамилии она вообще была? Была на Баглейптер. Но я знала, что ее фамилия была Вайсман. Насколько мама отличалась по возрасту от отца? Наверное, на 5 лет. Из каких мест родители? От уроженцы каких мест? Мама из Бердичева, а папа с Луцка, Луцк город. Родню по папиной линии вы знаете? По папиной, это был вот этот брат, с которым я фотографировалась. Он меня взял к себе, когда приехал. Как его имя? Как его имя? Семен Исакович Баглейптер. А сколько их было всего братьев, сестер у отца? Был еще один брат, но этот уехал, я не знаю, или в армию, он пропал, и никто не знал ничего о нем. А мама Бердичевская? Бердичевская. А какие родственники по маминой линии? Были 2 сестры, у нее было и 2 брата. Одного брата убили в первый же день, когда зашли немцы, забрали его, убили. А один эвакуировался и был в армии, а сестры эвакуировались. И я их так хорошо не знала. А вы говорите, что с бабушкой жили. Расскажите. Бабушка была мамина мама. Она жила, она была уроженца такая, как Ленин, 1870 года. Ровесница Ленина.
Я это запомнила, потому что она была такая, как линия. И 22 апреля она родилась. Так она жила с нами, а когда всех забрали, ее забрали, убили. Еще раз ее имя, пожалуйста. А ее имя было бабушкина Зисл, а вот по отчеству-то я не знаю, как она была. Потому что мне... А Вайсман. кроме бабушки Зисел, были к началу войны у бабушки, дедушки другие живы? Был дядя, вот это, я говорю, Срулык, такой, ну как-то Самойлович его, Срулык. У него была жена Сура и двое детей, Роза и Марина. Так дядю, когда проходили немцы, они заходили в первую попавшуюся квартиру, может, я не знаю, или все квартиры, и он был на улице, его сразу забрали, этого дядю. Он тоже в Бердичеве. В Бердичеве. И его, ну, он был, не сразу еще его не убили, а он был, у нас был такой музей. Как это называлось это было? Ну, там над речкой. Они его туда забрали. И кушать им почти не давали. Но я, как ребенок, пробиралась к ним туда и приносила ему кушать первые дни. А потом, когда я пришла, сказали, что всех уже убили. Клавдия Петровна, все-таки о довоенном времени расскажите немножечко, как оно вам запомнилось. Как жила ваша семья? Ну, вот папа работал, мама дома была. Я училась очень хорошо. У меня были все пятерки, сейчас у меня даже есть еще аттестаты. Вот. Летом я дружила, у нас в городе был председатель горсовета, еврей, Бортник Ефим Лазаревич. С его девочкой, так как я была очень послушной и хорошо очень занималась, они мне дали, чтобы я дружила с их девочкой. Конечно, так мы не жили материально, как они. Я нуждалась вообще, и они меня часто и подкармливали, и одежду покупали мне. И мы так дружили. Они эвакуировались, конечно, и остались живы. Я не знаю, но у меня есть фотография даже. Ее звали Лина, а в честь Сталина назвали ее Сталина. И вот она с папой сфотографирована. Он был еврей, она русская. Жена у него была. После эвакуации они приехали, им надо было что-то в Бердичеве, и они меня увидели. И я с ними немного побыла в гостинице, они здесь жили. И так проходила жизнь. Но никто же не знал, что придут немцы. И такое сделали. Вот никто не знал, что придут немцы. Тем не менее, люди пытались эвакуироваться, вот так, как председатель вашего горосполкома. А попытки эвакуации в вашей семье какие? Наверное, не было. Я не знаю. Наверное, не было попыток. Они считали, что у меня бабушка по маме очень хорошо говорила по-немецки. И она говорила, в 18 году были немцы, никого не трогали. И эти немцы никого не будут трогать. А мой брат приехал на каникулы и говорит, почему не эвакуируетесь? У нас шел фильм «Профессор Мамлок». Этот Мамлок, если вы, может, слыхали, он лечил даже Гитлера. Он был, и его тоже убили. Он говорит, всех убьют. А мой брат дружил с немецким с парнем Volksdeutsch. Знаете, что такое Volksdeutsch? Это местные немцы. И они ему сказали, что ты оставайся у меня, мы тебя спасем, а больше никого. Он говорит, у меня сестричка не похожа на еврейку, возьмите ее тоже. Они не захотели. Так он не хотел идти. Но потом он сел, мне уже соседи, когда приехали из эвакуации, что он был в поезде, его выгнали. Это уезжал поезд, завода «Прогресс», эшелон такой. И не брали только прогрессантов, а больше никого там. Это было, они же быстро к нам зашли. 7 июля они уже были у нас. Завод не успели эвакуировать. А что можно было, толкали в заводе и людей, рабочих своих, а чужих нет. И вот она поехала, там девушка, она, а где Ицик? Я говорю, его нет. Она говорит, он был же у нас в эшелоне, он очень спокойный, ему сказали выйти, то он вышел. А каким вообще было еврейское население Бердичева? Очень много. Бердичев считался еврейским городом. Ну, здесь были и продавцы, ну, и сапожники, и вот такие вот, очень много людей было в Бердичеве, евреев.
А как до войны жили евреи и неевреи в Бердичеве? А, Как уживались? хорошо. Нисколько ни с кем никто не ругался. Так. Вот я училась, я была еврейка, училась в украинской школе. И у нас девочки были как родные, мы были с ними. И никто ничего не думал, что кто-то плохой. И брат мой учился в украинской школе. И никто нас не обижал никогда. А какие еще школы были, кроме украинской? Была польская школа и была одна еврейская. Одна или две? А? Только 4? Я не знаю. Я с еврейскими девочками не общалась. У меня были все подруги русские, украинцы. А он учился в еврейской школе. А класс был какого состава, кстати, национального? Какие были дети? У нас в классе были украинцы, были евреи. В украинской школе были евреи, были русские, были, в большей части, поляки были. И все. А среди педагогов? Педагогов были тоже евреи, но в большей части были украинцы, русские. А евреи, вот это, что она читала биологию, зоологию, математику, была еврейка. А то, в большей части, были русские и украинцы. Но они никогда не давали себе знать, что мы евреи, а они русские. Мы это не чувствовали нисколько. А какой был ваш любимый предмет? Мой любимый была математика. Я очень любила математику. Кто преподавал? Еврейка Люся Генриховна. Она была Люся Генриховна, но она была еврейка. А вот она была полячка, то есть, но она не хотела, чтобы знали, что она полячка, так она лучше, и что она еврейка, она писала с русской. Как ей удалось, я не знаю. А почему вы не пошли в еврейскую школу? Потому что мой брат был старше меня. Он пошел в украинскую школу, и меня записал в украинскую школу. А еврейская школа была возле нас. Ну, я не знаю, он меня записал, сказал, что-то какое-то предчувствие он имел, иди в украинскую. Ну, я пошла в украинскую. Вообще вы в какой степени ощущали себя еврейской девочкой? Что вы Я об этом нисколечко не ощущала, что я еврейка. Я очень хорошо говорила по-украински. Была светлая. И дружила с украинскими девочками. И умела все делать, домашнюю работу, все как они. Часто они у меня были такие, что у них сады были, знаете, большие. У них все было. Я к ним приходила, они мне нарвут яблоки, все. И когда приезжали военные, дети военных к нам в город, так они что-то шли тоже в украинскую школу, я не знаю почему. Они меня всегда садили с новой девочкой, раньше садили меня, а потом уже садили других. И когда приехал Бортник, этот председатель совета, мать говорит, она зашла в учительскую и спросила, кто классный руководитель. Ну, тогда не было классного руководителя, а я была в младших классах. Так был один учитель. С кем мне посадить девочку мою? А ей сказали, Баглейптер. Вот здесь с ней посадите, и вот, наверное, будете обеспечены, что она будет и уроки делать, и не будет баловаться. Мы с ней так дружили, как с родной сестрой. Наталья Петровна, одну вещь уточните. Вы упомянули, что бабушка прекрасно говорила на немецком языке. Бабушка, а я не знаю, откуда? я никогда ее не спрашивала, но она прекрасно говорила. И когда при немцах зашли немцы, так у нее стояла часть такая. Они ей дали такую, выписку или что-то, я не знаю, чтобы ее не трогали. Евреи мне разрешали жить в центре. Она была за городом. Чтобы ее не трогали с центра. Я так стою, я слышу, он говорит, Мэтхен, я пришла, вижу, у нее немец стоит, я уже боюсь зайти. А он мне говорит, чтобы я зашла. Она спрашивает, так она мне говорит, заходи, он хочет с тобой поговорить. Так он не со мной говорил, а с бабушкой. Он говорит, почему вы не, вот так, по-немецки, почему вы не выехали, Кляйне, всех Гитлер капут, всех убьет. Она говорит, что она сама сказала, я считала, что немцы хорошие люди. И я их не пустила. Она говорит, я виновата. У меня есть еще, она говорит, внуки, и всех убьют. Вот бабушка настояла на своем. А кто был вообще глава семьи? Кто был самый большой авторитет в доме? Мы все подчинялись брату моему, он был очень способный парень, очень знающий. И что он сказал, мы ему подчинялись. Но если он уже приехал поздно, если бы он приехал раньше. А сколько было брату лет? Брату Когда тогда война было началась? 15 лет, 26-го года.
И бабушка, и родители слушали его? А, не, бабушка, наша бабушка-то вообще сама понимала. А та бабушка говорила, а если вы не едете, так и я не поеду. А ее дочки уехали с Киева, сын уехал, а ей никто ничего не сказал, чтобы она ехала. Ее оставили немцы. Еще немножко об языке. Скажите, какой ваш язык родной? Ну, это еврейский, но я мало на нем общалась. Вот в доме на каком языке вы говорите? С папой? В доме мы говорили по-еврейски, по-русски, по-еврейски. А вообще я вот с мужем, детьми мы только по-русски. Дети мои не знают еврейский. Кроме того, что вы говорили на идиш в доме, какие еще проявления еврейской жизни были в семье? Ну, вот моя мама, когда были еврейские праздники, ну, Йом-Кипр, знаете же как, она не ела, бабушка не ела, и нам она тоже не давала кушать. Ходила в синагогу, молилась и говорила, что вы слушаетесь всех, потому что придет Миших. Вы знаете, что такое Миших? Вот он всех покарает, тех людей, которые не верят в Бога, которые не ходят в синагогу. Я смеялась я от этого. Ну, и вот так. А вы когда-нибудь ходили с мамой? Я один раз ходила с мамой. Последний год мой я ходила с мамой. А что это была за синагога? Последний год перед войной. Так я была уже постарше, я ходила с мамой. Какое впечатление на вас произвела синагога? Не очень приятное. Там все старики были. Я правда вам говорю. Я ей говорила, что это такое, что ты веришь? А моя мама была очень добрая душа. Она говорит, я верю, и людям, я всем, кому могу, помогаю. Моя мама ходила, собирала кушанье и носила в старческий дом. Каждую субботу она шла в старческий дом, и кому-то она видела, что кто больше всех нуждается, она всегда все давала. Так, а за что же ее убили, за что же надо верить? И только это она меня заставляла, чтобы вот были такие женщины старые, никого их не было, тому воду принести, тому это сделать, тому это. Это у нее было душевное какое-то дело, я не знаю, души она это делала. Так я себе думаю, если бы она знала, какая у нее смерть, она бы не делала такие добрые дела. Ну и все, вот так жизнь прошла, и все. А она как часто ходила в синагогу? Ну, ходила только по праздникам. Ну и так, иногда вечером она брала там женщин, знакомых они шли. Тогда она нас не трогала. Брат вообще не разрешал, чтобы меня брали в синагогу. А где она находилась? Она находилась вот от нашего дома туда на низ, если знаете, туда пойти на низ. Там, было тут много синагог, она была Коршил, знаете, это самая центральная синагога была, очень красивая, она на Украине была, но ее снесли. Америка хотела дать им деньги, этим, что, как это, они... Дарение? Нет. Знаете, что они, у нас была такая фабрика чулочная, вот эта чулочная фабрика снесла эту большую синагогу. Так американские, не Америка, может, американские евреи хотели дать им деньги на другое место, чтобы они делали. Ну, это же было то время, что они там слушали. Естественно, и вообще было много синагог у нас. Вот он говорит, я не знаю, я не хотела, он же был старше, его родители были очень религиозные, у него, очень. Вот когда вы жили уже последнее время в Бердичеве, что там оставалось? До войны или после? Нет, после войны, перед отъездом в Израиль, вы жили в Бердичеве. Что оставалось от тех довоенных синагог? Одна осталась возле его дома, где мать его жила. Одна. Моя мама тоже часто, не больше что еврейская. Она, например, мясное не мешала с молочным, понимаете? А если напоели мясное, она не давала молочное долго кушать. И она кричала на нас, вот так стукала в носу. Что вы так делаете? А его родители, это вообще были такие, что, наверное, одни в Бердичеве, может, двое было таких. Его это чьи? Его это мужа моего родителя. А вы рассказываете только о маме и не говорите в связи с синагогой, праздниками, традициями еврейскими, не говорите о папе. Почему? Папа ходил только в Йом-Кипр, а так он не ходил в синагогу. Его брат вообще тоже не ходил. Они его не трогали, но они
были нерелигиозные люди. Их, вот папа говорил, дядя мой, в душе Бог, понимаете? Бог у них в душе. А то, что они туда идут, они считали, что это неправильно. А с кем из семьи вот у вас, у ребенка, был самый тесный контакт? Наибольшая близость с кем? У меня почти ни с кем, что я была еще малая, и школу очень любила. На экскурсии мы часто очень ходили. Какие экскурсии? Ну, вот мы ходили в этот музей, где этих евреев. Туда очень достопримечательности красивые были. Что это очень давно стоит этот музей. Это фортеця, как она называется, я забыла. Вспомните. Фортеця чья-то, там, Крепость. да, крепость. Туда мы ходили, ну, на речку ходили с девочками. И так я не знаю, что такое у меня было. С этой девочкой, старинкой, мы очень дружили последние годы. Последний год перед войной. Она меня не отпускала никуда. Куда она шла, она брала меня с собой. Ну, они ездили везде, и они меня таскали с собой. Клавдия Петровна, вы еще не рассказали о втором вашем брате. Второй маленький братик. Когда он родился? Ему было 36 года. Сколько ему было? 5 лет. Но он понимал, потому что когда нас вывели всех, он стоял и плакал сильно. Я шла себя, но и вижу, он так плачет. У меня душа заболела. Я говорю, Воленька, что ты плачешь? Он говорит, а ты не знаешь, они нас всех будут не убивать? Он сказал, бить. И он сказал, и тут же они начали бить. Ему, наверное, дети эти рассказали. Он ходил в детский сад. Что это? Маленький мальчик. Это был по имени маминого отца. Берл, его называли Боря. И сейчас я дала имя внука тоже Боренька. Вы в каких условиях жили тогда в Бердичеве? Вы сказали, что жили не богато. Не А богато. в каких условиях? Ну, средних таких. Что у вас было? Квартира, дом, что? Дом, квартира, на общей кухне мы жили. Общая кухня что значит? Коммунальная квартира? Да, конечно. Ну, жили скромно. Я, будучи маленькой еще, знаете что, во время каникул, чем я еще занималась, я ходила мыть бочки. Да, это значит, засолка шла, а надо приготовить бочки к засолке. И вот я еще девочка, мы залазили в бочку и мыли, и приготавливали им это, да. Значит, мы подрабатывали еще после войны, приехал, он был эвакуирован, заведующий Виктория, и он меня узнал. Он говорит, как ты осталась жива? Я говорю, осталась. И он помнил, что он давал пример, у него была одна единственная дочка, своей дочке. Вот бери пример, девочка на каникулах, она не сидит без дела, она чем-то занимается. Ну вот девочка Клава на каникулах подрабатывала, Подрабатывала. зарабатывала свою трудовую копейку. И куда вы ее тратили? Куда? Я ее еще так не тратила, я себе собирала. Ну, хотела красивое платье купить, там что-то хотела, так я собирала. Никто мне эти деньги не трогал. Я говорили, вот ты себе. А мой брат, ему было только 15 лет. А когда он занимался, не было чем. Так он ходил где-то на вокзал, он мне рассказывал. И там помогал грузить грузчиком, да, и я этим подрабатывал, чтобы можно было прожить, надо было учиться, рисовал, картины продавал. Для того, чтобы учиться, надо было иметь деньги. Еще два слова о вашей квартире, где вы жили, а вообще о вашем доме. Кто из евреев жил, кроме вашей семьи? Ой, там было очень много евреев. Там был Болтак один. Они выехали. Потом там были Рабиновичи, это семья очень большая, они остались, всех убили. Потом там Рудинский, они эвакуировались. Потом там жила старушка, я не знаю, как была ее фамилия. Это был до революции, это был ее дом, еще были ее дома. Так она осталась, и я встречала ее дочку, потом после войны. Я была тоже эротик, сейчас я уже молчу. Так я и сделала такой скандал, будучи девочкой. Почему она оставила свою маму и не приехала за ней, ее не забрала? Ну и что там были-то, я всех уже не помню, столько лет. И в
в квартире среди соседей тоже были еврейские семьи? Вот, Вот это все из квартиры, не из дома, то, что вы перечислили. Нет, это были из дома. Квартира у нас была Рудинская, кажется, я не помню, как ее была фамилия. Она эвакуировалась. А это в доме, у нас большой дом был, школьный опять, это был большущий дом. Это было, этой старушки был до войны этот дом, и второй, еще два дома. Ну, потом мне все забрали, дали ей одну комнату. А она вообще имела деньги, видимо, она свою дочь учила в консерватории. И она уехала, а после войны она приехала. И пошла, знаете, то есть были такие списки, кто эвакуированный, кто остался. И она приходит и начинает искать. Это Женя, я ее не знала. Я слышу, она называет фамилию этой старушки. Я говорю, я знала эту старушку. Ой, как она начала меня целовать. Она что-то ее не спасла, чтобы я могла ее спасти. Я говорю, я сама не могла своих родителей спасти. Юра, а вы плохо поступили. Я это говорю, все стоят и слушают, много там людей. Вы плохо поступили. Она все время о вас вспоминала. И говорила, у меня одна дочка не приехала меня забрать. Ну, она далеко была, но все равно должна ее забрать. А так и не знаю. Когда началась война, вот к приходу немцев, немцы пришли в город почти сразу. Сразу Почти же. сразу после начала войны. Как много еще оставалось евреев в Бердичеве? Ой, много. И они почему-то... Я когда была на базаре, я видела, что вот один только пустил, как это называется? Ракету, что ли? Ракету. И сразу же начали бомбить в этом месте. В этом месте, а на базаре было их, кого много, евреев. Вот они их всех побили там. Кто успел удрать, а кто не успел, сразу погибли там. А что с этим ракетчиком было? Я не знаю, это где он делся, я даже не знаю. Кто знал, где он делся? Немцы зашли в город. Люди не успели эвакуироваться. В городе много евреев. Немцы к нам шли, знаете, Винница, вы знаете, где от нас? Они шли в сторону Винницы. И не шли, а ехали на мотоциклах. Такие здоровенные. И закачанные рукава. И тут у них пояса. А на поясах у них была пряжка, знаете? И там было написано «Бетон из год». Так зачем они такое делали, если не писали, что с ними Бог? Ну, евреи много оставались, и они начали издеваться сразу же. Что началось? Они старикам рвали волосы. Они велели мальчикам русским кидать камни в старых евреев. Как это было? Вы это видели? Я видела сама. Как это происходило? Ну вот шел мальчик, берет такую блыгу и кидает. А эта старушка, которую он кинул, нам до войны читала, что Сюзанна, вы понимаете по-еврейски? Also wird den Tier, muss Gott так gesucht. Es seiner Satzat, а kleiner Schägis, du machst Zitterien. Вот она говорит, Что это означает по-русски? Можете повторить? Значит, кто не верил в Бога, не делал то, что Бог велел, будет маленький мальчик над вами издеваться. И вы стесняетесь, что вы евреи, вам оденут на руки. Так она и читала нам. На руки повязку, чтобы знать, где еврей. Вот знали, где евреи. Одевали без повязок с 16 лет. Без повязок нельзя было ходить. А с какого числа это началось? Это сразу почти началось. Как они зашли, они сразу начали грабить у евреев, что было. Клавдия Петровна, ну вот мальчик, который шел, вы говорите, что немцы заставляли его. Нет, это полицаи заставляли немцев. Им говорили, я не знаю, кто им говорил. То есть мальчик не сам брал, что ли, камень? Он сам стоял и хватил камень. А, жидовка, давай. То есть его и заставлять не надо? Не, он уже знал. И небольшой мальчик. Мы сейчас остановимся и продолжим на следующей пленке. Ну, во-первых, было вывешены такие плакаты, что все еврейского, жидовского происхождения должны с 16 лет носить повязки на руках. Еврейского или жидовского? Еврейского или жидовского? Как было написано? Они писали, на одних плакатах было еврейского, на них жидовского. Потом
к еврею-врачам, были же у нас евреи-врачи, у нас был врач-барабан, как профессор, он тоже остался. У него было миллиарды, не то что миллионы. Он остался, я не знаю чего. Еще к нему никто не ходил лечиться. Они уже знали про барабана и рассказали ему. А эти люди ходили тайком к нему. Он был очень знающий. И почему он остался, я не знаю. Он и был уже, он себе уже омоложение сделал в Москве. И они так жили хорошо, и он остался. Потом начали по квартирам грабить, ходить. А кто грабил? И полицаи, и немцы некоторые ходили. Ходили, забирали у кого что было получше. Полицаи когда появились? Полицаи появились, 7-го не зашли, где-то числа, наверное, в конце месяца. И они пошли в полицаи. У них была специальная такая одежда черная. Они пошли и начали делать свое дело. Клавдия Петровна, а в ваш дом, в вашу квартиру приходили? Они вот сколько будучи к нам не приходили. И вообще в дом не приходили к нам. У нас был на базаре, еще был приказ, что всем евреям выбраться с центра города и идти на базар жить. Это гетто они шли. А школьная улица где находилась? А находилась улица, где базар, немножко дальше, там была детская поликлиника и базар. Но они долго не держали в этом гетто. А как люди жили? Прямо на базаре? Как Ой, они жили, как жили. И нельзя ходить на базар, покупать ничего. Нет, вот когда была команда дана из центра, они немножко как-то людям разрешали там жить на улице. А большинство и шли, в квартире пустые были, что эвакуировали же многие. Так они шли в эти квартиры. И их не интересовало, где хотите живите, только на центре, в центре не живите. И бабушка моя жила долгое время в центре по папе. А потом, когда пришла другая часть, они порвали ей эту бумажку и велели выйти отсюда, и все. Раньше она жила там. Значит, вашей семье не пришлось менять место? Нет, мы недалеко от базара жили, и мы не меняли. Только на базар не ходили, нельзя было идти на базар, купить кушать, магазина же не было. Так я ходила, и там еще одна девочка, похожая на русскую, мы ходили, покупали. Кому могли, заносили, чтобы поддержать их. Они плакали. А средства какие были, чтобы покупать? А пока еще шли эти деньги. Советские? Советские. А потом все, перестали, и шли марки. А марок у нас не было. Ничего не покупали, так вот жили. Были хорошие украинцы, например, которые знали, до войны жили мирно. Так они приносили сами тоже. А вот в отношении вашей семьи были такие? Был один, он приносил нам немного картошки. А потом я же попала, после этого я попала к одной женщине. Это была мамина двоюродная. Он был мамин двоюродный брат. Он был очень большой ювелир, хороший. Он делал такие вещи, он тоже остался. Он был миллионер тогда войны, он тоже остался. Я пришла к ним уже после аэродрома. После этого, что я была такая несчастная. Я пришла к ним, она мне, это смешно, завтра ее убьют, она была очень чистеха большая, а кастрюля ее пригорела. Она говорит, иди, Клара, почисть мне кастрюлю на улице. А он говорит, не смей, иди, не смей, что тебе, завтра нас в поле ее, завтра нас убьют. Она говорит, я сегодня живу, сегодня должна быть чисто. И я чищу эту кастрюлю, и проходит женщина, с которой мы жили до войны вместе. Вона говорить, Клава, ти є? Йдемо трошки до мене, каже, біжи, скажи Полі, що ти підеш до мене. Ми тобі дамо трохи картоплі, трошки їсти для вас. Ну, я пішла, говорю, Полі, вона говорить, ну іди, у нас же немає нічого, що кушати, може, вона тобі дасть, ти принесеш. Я пішла, і побула день і два, вже 2 дня. Я говорю, я вже піду, вони ж такі голодні. Вона каже, куди ти підеш? Їх всіх уже побили. Видите, как у меня было счастье, только счастье, то счастье. Если бы я была с ним, так меня бы убили. Были такие люди, что жалели. Это в какое время было? Это уже было после того, как убили моих родителей. Это уже потом.
Да. Тогда чуть-чуть назад все-таки вернемся. Вы ходили с повязкой, ваша семья? Нет. Ну, мама и папа одевали повязки, а мне еще не было, я же была еще мала. А брат мой было 16 год, но он не одевал. И вот раз я помню такой, его встретил один немец. Он думал, что какой-то шпион, он хоть этюдник. Знаете, что такое этюдник? Там, ну, его все эти вот рисунки и эти вот все. Он показывает ему. А он говорит, что это такое? Он ему показывает. Что-то, вот, картины, эти карандаши, эти вещи. Он говорит, о, гуд. Мой брат был светлый. Никт, Юда? Никт. Ну, иди. Все, он был без этого. И с этюдником. С этюдником мне мама кричала, чтобы на этюдник хотя бы не брал. А он брал и шел. И он никого не боялся. Он не был похож и грамму на еврея. А брит мила у него была? Брит мила ему делали родители? Да. Если бы его раздели, посмотрели, что он еврей, то ему было бы. Ой. Кроме того, что удавалось приносить вам из продуктов, чем еще могла прожить Чем семья? ничем нельзя было прожить. Просто многие ходили, ели платок такой большой на ней, и ходили, просили. Ведь не было, ну, не было за что купить, денег эти не брали, а новых не давали. Так ходили просить, а долго они не жили. Сколько можно было прожили, и они брали сначала на работу, и там давали какую-то похлебку, старших брали. А какую работу? Ну, копать ямы, и там, я знаю, что не брали. Меня не брали еще. А родители ваши? Брали. Они копали ямы, они там чистили что-то, я не знаю. Мама приходила, она всегда так плакала. Она говорит, что нас ждет, зачем мы остались? Что было дальше? Ну, когда зашли, потом они, и мой брат знал, что будет этот погром 15 сентября утром, раненько утром. До 15 сентября погромные акции были какие? Были незначительные. По дорогам их ловили, забирали. Чему-то вы были свидетелем? Нет. Откуда брат знал об этой дате? Брат мой, вот эти местные Родер, они уже были во власти там. Вот эти фольксдойчи? Родер была их фамилия, да, он не знает, они жили по Быстрицкой, но они были местные евреи, местные немцы. Он им сказал, что это был понедельник, 15 сентября будет самый большой погром. Так дурной останется же там. Так он пришел домой и рассказал, а что могли уже тогда сделать? Тогда они, вот многие говорят, евреи шли опущенными головами, а что они могли сделать их против такой армии? А у брата была возможность прийти домой, рассказать и вернуться обратно? И это я не знаю. Я думаю, что у него, наверное, была возможность вернуться. Потому что они ему рассказали. А я побежала, ну что я могла? Я побежала, там мамина двоюродная сестра, там соседям рассказывала. Они говорят, ну что мы можем сделать? Ничего. Вот кроме такой апатии, что мы можем сделать? Была какая-то другая реакция на известие о том, что будет 15 числа погром? Ой, они еще только плакали, больше ничего. Вот там возле нас жили близнецы. Вот они были такие похожи на него. Такие здоровые, красивые. Они были близнецы, два. Ревелис, как сейчас, я помню, их была фамилия. Они пошли драться с немцами. Как это? Вот они, на них, немцы их потаскали, они их обратно, их тут же расстреляли. А что они могли, эти евреи, делать? И все-таки большинство старики оставались, женщины, дети. А мужчины куда делись? Мужчин мало было, что-то, я не знаю, там мужчин было мало. Мужчины, старики, ну, было мало мужчин. А кто пытался убежать, уйти из А границ? убежать? Куда же можно убежать, когда не смотрят? Можно было скрыться где-то. Ну, многие забирали детей, украинцы, к себе. Вот, например, пленные, когда у нас стояли, пленные, они, я не знаю, как они попали в плен, они. И был такой лагерь только для пленных.
их тоже убивали, расстреливали. Им показывали кусочек хлеба. Если пойдешь в полицию, дадим тебе хлеб. Они были голодные до смерти. А многие говорили, лучше умрем, и не хлеб не брали. Некоторые пошли хлеб брать, лишь бы жить. И все. А украинцы брали, например, кушанье приносили и говорили немцам, это мой муж. Выпустите его, они выпускали. Но евреям они так не говорили, что это мой муж и мой ребенок. Но некоторые дети, кто мог спасться, так они шли к украинцам. Все-таки они жалели многие и оставляли у себя. А евреи могли передвигаться по Бердичеву? Насколько свободно можно было? Нет, ходить? они сразу все прятались. Они не передвигались, никто. А те, что передвигались, им на улице делали капуты и все. Да. Значит, известие о том, что будет погромная акция. Те, кто узнал о дате, восприняли обреченно. Ну, а что они могли делать? Ну, многие плакали, били себя в голову, головой об стенку. А вот именно ваша семья, ваши родители? Они что с только ними плакали, больше ничего. А мой брат говорил, я сказал, что надо было уезжать. А что ж ты не уехал? Мама говорит, а что ты не уехал? Ты такой способный, знающий, имеешь таких друзей. Чего ты остался? Он не хотел сам оставаться. Вот я же осталась. А он был очень парень, такой парень, золотой. Что произошло 15 Ой, сентября? 15 сентября. Они ходили по квартирам, я вам говорила, гуцулы. Такие. Откуда они появились? Я не знаю, откуда они появились. Что мы дети могли знать, откуда они появились. Они появились, заходили в каждую квартиру. И они не только гнали, они били тут же. Нагайки у них были. И они нагайками. Моего братика у меня на глазах так били. И он так кричал. Брата старшего били. Всех они били. И погнали они сразу не на роддом, а у нас на базар, если он знает, где там рыбу продают. Весь базар был заполнен этими людьми. Сгоняли туда? Да, сгоняли. А потом оттуда, так они гнали на роддом. Здоровых они гнали пешком, а больных они на машинах кидали, как вещи. И туда. И привозили. А там уже ямы были выкопаны. Кто их выкопал? Вот они знали евреев копать эти ямы. Сами евреи. Сами евреи копали эти ямы. Вы были в кругу своей семьи, да? Да, но мама меня, когда мы шли туда, уже с базара на роддом, я только последний раз видела маму. Она меня столкнула. Обрыв такой. Вот какое расстояние это от базара до аэродрома? Ой, много. Правда, там много до аэродрома. Когда я потом еще каждый раз уже бегала на аэродром. И как вы шли? Пешком. Кто-то вас конвоировал? Конечно, немцы и полицаи, и те гуцулы тоже. Были ли убийства по дороге? По дороге нет, только кто хотел, присесть, старики уставали таких нагайками. Ой, тяжело мне рассказывать. Потому что я очень пострадала, я все взяла близко к сердцу. Клавдия Петровна, в каком месте, на каком участке дороги мама вас вытолкнула в обратно? Это в этом же месяце, это же в этот день, но я не помню, Не на в каком месяце, а в каком месте пути? Это было далеко уже. То По есть Быстрицкой, это по Быстрицкой улице. Я туда еще в черте города? уже почти за городом. Но мне негде было деться, я не знала, куда надо идти, куда мне идти. А как вы думаете, почему мама вытолкнула вас, Она смогла брата. его, маленького? Нет, они были дальше, я была возле нее, они были дальше. Знаете почему? Потому что с краю меня очень били, я хотела маму заставить, чтобы маму не били, чтобы на меня шло. Так я была с краю, и мама рядом. Они ушли где-то, она даже не знала где, они ушли, чтобы
ну, чтобы эти удары не попали на них. Так вот так. Так я не знала, куда мететь. Я пошла туда, на аэродром, где они. Я пошла на аэродром. Подождите, вот мама вас вытолкнула. И я пока была в городе. Вы оказались во враге? Да. Как долго вы там находились? Ну, я не знаю, я даже не знаю сколько. И была, стала ночь. И я лежу. До ночи вы не трогались? Нет, я вижу, что идут. Что, колонна вышла утром, колонна евреев? И до Не, ночи... они утром мы были возле базара. А уже с полдня, наверное, возле базара били, кричали. И там светопреставление было. А уже где-то днем они начали... Если я вас правильно понял, то где-то с полудня и до ночи шла эта колонна евреев? Ну, не до ночи. До Но я темноты? не знала, куда идти. Я лежала там. А был кто-то еще, который оказался в вашем положении? Нет, со мной тогда никого не было. Вы были Хотя, одиночества. когда пришли наши, так очень много было людей еще спасали. Но со мной в этот день никого не было, я была одна. Но потом я очень захотела кушать ночью. Я пошла туда, где аэродром. И там, ну, вы не знаете, где села такие. Я попала в село Жежели. И там дали мне немножко покушать. И там они никто не хотели пустить в квартиру. Я лежала на улице. Вы почему приняли такое решение пойти в сторону аэродрома? Я не знаю, вот я и сама себе часто думала, я же могла идти в сторону города. А я хотела до своей мамы и все. Вы осознавали, что уже никого нет? Я думала, может, мой брат где-то остался, может, он где-то, я себе так думала. Ну, когда я пришла, когда пришла с аэродрома, я еще шла в свой дом, где я жила. Я думала, может, он остался, может, он где-то ходит. Была надежда, что так же вот, как вы, может Да, быть, может. маму. Она вийшла соседка русская, говорить, тікай звідси. Тебе ж зараз вб'ють, я спаслась тебе. А я кажу, я не маю куди тікати, і не хочу вже тікати. Скажите, как долго вы оставались вот в этом селе, где вас не пустили в дом, и вы вынуждены были выйти Я на не в улицу? селе, я на улице жила, они только давали долго вы что-нибудь там жили? покушать. Наверное, до холодов, До холодов? да. Еще раз назовите название этого села. Жежелев. Никто не пытался вас прогнать из села? Не, они не прогоняли меня. Они только говорили, что иди в детдом. І там була така хороша жінка, говорить, як ти підеш в город, і тебе хтось буде питати, звідки ти, ти скажи, з Любарського дідома. Дідом розбомбили, і ми всі порозходилися. Почему вы это не сделали? Ну, я потом, кому говорить? Я должна была иметь кому сказать, что я из детдома. Вы знали, что где-то находится рядом детдом? Я не знала, где он. Она мне сказала, что в Любаре есть большой детдом. Его разбомбили. Она говорит, я знаю, что его разбомбили. И там где-то все повтекали. А что они вам выносили есть? Ну, хлеб, сало, молоко. Как вы думаете, они знали, кто вы? Они себе знали, кто я такая. А потом я пришла уже в город, когда совсем стало холодно, и у меня вся спина была в этих таких чирях. Так я сразу попала к этой женщине. Мама, я пришла к себе домой, она говорит, тикай, тебя убьют. А когда я пришла к маминой двоюродной сестре, он был двоюродный брат, он еще жил. И так вот она мне послала с этой кастрюли. Я осталась у той женщины. Но там жил на общей кухне с ними полицай. А я была у них там, я убирала. И вдруг там стоял бутыль и немножко бензина. Она должна была колоть кабана. А я щеткой заметала, и бах, нечаянно разбил этот бутыль. Я испугалась очень и убирала. А он хотел меня выдать на завтра. Он знал, потому что они жили в нашем доме
до войны. Я-то женщина, голубчик ее погиб. И я ударала, и уже не имела совсем куда убирать. А если бы не разбили бутыль, не испугались бы и не удрали? Так он меня выдал, и меня тогда уже убили, все. А, кстати, вот ваша родственница, которая послала вас почистить кастрюлю, к счастью для вас, и вы оказались на улице, встретили кого-то и ушли. Она проходила мимо, я не А стояла. как она и ее муж избежали расстрела 15 числа, она вам не рассказывала? Я же ему говорю, он был такой мастер, он для немцев делал такие вещи, и поэтому ее тоже оставили. Он был большой ювелир. Он не мог выехать отсюда. А сколько прошло времени между расстрелом 15 сентября и тем днем, когда уже и специалистов оставлено? 6 октября их. Всего до 6. Да, они жили до 6. После 6 октября евреи оставались в Бердичеве? Их, не, может, не оставались, но их нигде не было видно. Они прятались, они же не могли выйти. Вы кого-то из евреев на своем пути встречали, может быть? Вот я, там, где я потом была Айзенштейн. Фамилия Айзенштейн. Он с дочкой прятался у этих, у людей. То есть какие-то люди были? Этих я знала, больше никого я никогда не видела. Клавдия Петровна, вот убежали вы из этого дома, где разбили, опять же, к счастью для себя, эту бутыль с керосином. Идти уже некуда. Что вы стали делать? Ну, уже мне некуда идти. Да я вспомнила, что у меня была соученица Маруся Гуцулюк. Я думаю, я к ней ходила до войны, она к нам ходила. Я думаю, я к ней пойду, может, она меня примет. И по дороге, когда я еще шла, я встречаю тоже свою одну соученицу. Хмелевская Ядзя. И я голодная, я уже 2 дня не ела ничего, и мне болит сильно эти чири. Я ей говорю, дай мне шазисты. Я так вот стою, она здесь, она удирает от меня. Я говорю, я тебя не трону, що ти боїшся? Це ж я, Клава. Ой, я не можу, на тобі хліба, вона отламала буханку, от буханки хліб і дала мені. І якісь 2 конфети і тікає, я не можу, і через тебе мене вб'ють. Якщо я з нею стою рядом, і хто не знає, я єврейка, не хоче, що я пішла к этой Гуцулюк. Вона мене увидела, вона говорить, ой, тікай, мій батько робить в поліції. Я говорю, куди мені йти? Мені нема куди йти. Так вони знайшли той домик, де євреї жили, і їх убили. И я там осталась. Пустующий дом? Нет, это моя подружка. Нет, домик, который они нашли, где раньше жили евреи. Там кто-то жил еще? Никто, пустые, вот Пустующий. было много пустых квартир. Но там не топилось и ничего. Но они мне приносили кушать, и я пожила немного у них. Там. Она говорит, мы боимся, бо він же дивиться, щось ми сюди йдемо так часто, він ще може сюди прийти. Ну, она говорит, идемте, я тебя заведу до Юльки. Кто такая Юлька? Ну, это моя хозяйка, у которой я уже была все время. А вы ее знали? До Нет, они ее знали. Как я ее могла знать? Ну, она меня завела. Она посмотрела, я была черная, грязная, замученная, на спине. Почему-то она открыла мне спину, и там полно чили, и на руках у меня были чили. Она каже, ні, я не візьму. У нее маленький ребенок был, она молодая еще была. Она говорит, хай иди, я хочу, я не можу. И мы пошли дома, дошли до этого крепости, она жила возле крепости. Она бежит. Хай йде, мені ж дуже їй жалко. Ну, я пришла к ней, а она пошла, позвала медсестру, там у нее жила. Вона говорить, подивись, можна їй поправити щось? Вона каже, я не знаю. В тебе мала дитина, не бери її. Ну, вона стоїть, я так стою. Вона говорить, ну ладно, роздягайся. Роздягайся, будемо тебе лічити якось. Ну, вона почала мені зеленка і щось медсестра давала. І я очухалась, молодой організм крепкий. Що було, я очухалась. І стала у нього жити. Ну, она была хорошая женщина, только нервная такая.
Она могла побить меня и мальчика своего. Ни за что. Вы говорите, молодая она была. Сколько Она лет? 19-го года. Сколько в это время было тогда? 22 М? в 41 году. Да, не старая. И мальчик у нее был 40-го года. Маленький совсем. Но я не устала жить. А потом, это же город, я не соображала. Мне надо было пойти в какое-то далекое село, далекое, попроситься. И там меня никто не знает. Но я не понимала, я боялась, я не знаю что. Я не понимала. Уйти с этого города, я думала, конец. И еще Гета было, Гета. Она тогда жила с одним мужчиной, он был еврей, но он представился как поляк, король. Ну, она ему все делала, он меня тогда не обижал, ничего. Она мне сказала, чтобы я ему занесла кушать. Она мне рассказала, где это. Но она не знала, что я еврейка. Это я ей сказала, королю посвятить дом, это я ей сказала это. Она не И вы полагаете, она не догадывалась? Я не знаю. И так она вас послала перенести еду. Да. А там были сидели еще, ну, немного евреев, ну, человек, наверное, 30. Я их не знала так. Может, я бы знала, но их же много. А я одна. Они, видимо, меня знали. Они ему сказали, что я еврей. Кто-то вас узнал из них? Да, кто-то узнал. Он сразу же пришел к Юльке, но, к счастью, меня там не было. Я иду, а там стоят такие, они уже, например, догадались, что я еврейка. Стоят с одной стороны один, и с другой стороны, не иди, там король хоче, він так тут кричить, робить скандали, він хоче тебе видати. Ну, куда мне идти? Я бежу опять в Хажин, это вы знаете, раньше Хажин, а потом в этот Жежелив. Я пришла в одну квартиру, не пускаю, в другую, а в третью меня пустили, чтобы я побыла там. А что это были за люди? Колхозники. Имена можете назвать? Я их не знала, и ничего. Но потом, когда зашла соседка, она такого, я вижу, она такое делает ей, шурует платье хозяйке. Я поняла, что она, наверное, знает, думаю, что я еврейка. А она говорит, може, ти жидівка, мені тебе жалко, я тебе не видам. Ну, довго тримати, я тебе не можу. И сколько там прожили? Ну, не побула несколько дней, а син її говорить, не пускай її, вона така гарненька, вона тобі ж погано нічого не робить. Я її мила поли, її там давала свиням кушати. Вона каже, я боюся, я б її тримала, антропить к серцю. Тільки я боюся. И куда после? М? Куда после них? Да, я йду опять к Юльке. Вот на этом месте остановимся чуть-чуть. Я бы хотел вас спросить, что еще вы можете рассказать о гетто в Бердичеве? Когда оно возникло? Где-то, наверное, в октябре. И очень мало времени оно было. Сколько там было людей примерно? Людей, наверное, человек 40, может. И все. Да. Где находилось гетто? Но вы же не знаете расположение Бердичева? Примерно по отношению к центру, к рынку. Каким-то Где базар, возле базара оно было. И ничем не огорожено, ничего не было. Вот так люди стояли там на улице. Что они ели, я не знаю. И до какого времени оно существовало? Оно мало, может недельку. Что было с ними потом? Всех расстреляли. А король? А короля тоже убили. Потому что когда я пришла к Юльке, она каже, на що ти втекла? Вони всі вже кажуть, що ти жидівка. Раз ти його боїшся, то ти жидівка. Мы сейчас остановимся и продолжим на следующей пленке. Клавдия Лепа, Кирьят Хаим, Израиль, тейп номер 3. Она встретила вас
словами, что раз вы боялись короля, значит, вы действительно еврейка. И как вы на это отреагировали? Я кажу, я не жидівка. Вона каже, не кажи мені, бо вже всі сусіди тут кажуть, що ти жидівка. Але як я тебе взяла, я тебе полюбила, ти мене слухаєш, я і далі буду. І я тебе приписала як сестру. Я вже таке почула. Я пішла, ну, де їй там треба, і приписала як сестру твою, щоб до тебе ніхто не мав діла. Ми з Віті той мальчик, ми з Віті ходили по всіх бур'янах, тебе шукали, скрізь тебе шукали, і ніде тебе нема. Ну, а пройшло, а Корольов каже, все одно, бачиш, він тебе хотів вбити, його вже вбили. Наверное, не удостоверили, что он еврей. А потом, так, ну, когда этот парень услыхал, что тут ховается жидівка, он пришел просто, он не знал, что это на другой улице он жил. Но там все они ходили смотреть на меня. Он в том числе. Они меня не знали так, они думали, может, он врет. И они жалели, может. А он увидел і каже, я тебе знаю, ти Глеб, та відмінниця сиділа на першій парті. Что это за мальчик такой? Он учился в нашей школе украинской, родители его молдаваны. А фамилия? Дуров его фамилия, Как его звали? Володя. И он говорит, я с тобой зараз рассчитаюсь. Приводит полицая. А почему он сказал? Рассчитаюсь за что? Нет, он мне так сказал, я з тобою зараз розчитаюсь. Я кажу, що ж я тобі зробила? Знаємо, що зробила. І пішов за поліцаєм. І привел, а поліцай поки по дорозі мені давав, бив так. Я кажу, що ви слухаєте Дурова? Я йому так кажу, він каже, мовчи, бо я тебе зараз вб'ю. І він мене привел туди, там сидить німець. Они рассказывают, что вот Юда нашли они. А он так посмотрел на меня и говорит, Никс Юда, и обнял меня. И говорит, на хаузу, чтобы я шла домой. А полицай говорит, нет, она не піде домой. Немец говорит, да, а он говорит, нет. Ну, а соседи, это Юльки не было, рассказали и соседи ей, что приходил Дуров с полицаями и повез ее в гестапо. Она хватает паспорт свой, и я помню, как сейчас, паспорт раскрыла и показывает, что я ее сестра. Значит, не... А он говорит, что вы говорите, у нее никакой сестры не было, я же ее знаю, она же со мной училась. И она, бах, его, раз она ударила полицая по лицу, она такая была, о. А потом этого Дурова по лицу. Ну, а немец кричит, что почему она бьет. Он на нее начал кричать, почему она бьет. Она говорит, что он хочет меня забрать. Никс. Значит, он там говорит, что он не разрешает меня садить. Ну, мы пошли домой же. Она пошла домой, и этот полицай пошел, и этот дура пошел. Она приходит, она говорит, я зараз йду до батьків твоїх. Якщо вони тобі не дадуть добре, то я сама дам тобі так, що ти вже будеш, як її звати навіть. Она заходит, он лежит, они его так бьют. Родители, его родители, бьют его. Що вона тобі зробила? Ну чого ти до неї причепився? Он кричить, а Юля говорить, да, я йому сама хотіла дати, але без вас я не хотіла дати. Що вона йому зробила? Що він її повів в гестапо. Ну, уже это прошло. А когда-нибудь впоследствии были встречи с этим Володей Дуровым? Я его никогда не видела. Они выехали в Молдавию. Потому что он был молдаван, а родители были молдаваны. А с полицейским встречались еще? Никогда его. Вообще какой-то новый полицай. Там были полицаи, жили. Но этот какой-то, я не знаю, откуда он пришел туда. Там еще были полицаи, они знали, что я еврейка, но они не видавали меня. Там, Люди, которые знали вас до войны, до войны, встречали вас, будучи уже до войны полицейским? у меня почти только это вот женщины моего дома. А когда я пришла к ней жить, они там были все новые. А вот полицейские откуда знали, что вы еврейка? Те, которые вас не выдавали? Потому что во дворе все, когда этот король такой командовал, там так все во дворе знали уже, что я еврейка. Он вышел на двор, этот король, и начал кричать, жидівка, я їй не дам жити тут.
И жидівка, так они все говорят, на кого он так кричит? Они так сказали, на Клаву. Так все уже знали, что я еврей. А так они не знали ничего. И никто из этих полицейских Никто местных... не выдавал меня. Вот там были 3 полицая, что я их знала. Ну, они не выдавали. Но они погибли, знаете. Когда наши пришли, их все в штрафную роту брали. Они все погибли. На мясо их ставили. Но они меня не выдавали. Они, по-моему, никого не выдавали. Они только исполняли свою работу, которую там, но чтобы они евреи выдавали, нет. Клавдия Петровна, вы в очередной раз чудом избежали смерти. Юля вас заслонила как-то и выручила, и вы снова вернулись к ней. Как вы стали дальше жить? Ну, дальше мне было очень тяжело жить. Во-первых, началась гонка на Германию. Угоняли в Германию? Угоняли в Германию. А я была маленькая, но в то время я выглядела на те годы что-то рослое. Мне не надо было забирать, но они всю молодежь забирали. Вот она мне посадила, Юля это посадила мне в подвал такой, погреб, подвал, что. А там было полно крыс. И закрыла меня. А ночью все крысы начали бежать, и меня укусили в левую руку здесь. И я так вещала, что люди там, которые жили, она в другой погреб, не там я жила, они услыхали, что я так кричу. Так они побежали, они поняли, что это я, почему я не знаю. И они побежали к Юльке. И кричат ей: ты, хто ти така є? Що ти зробила? Ти ж гірше, вона же умирає там. Она взяла ключ, открыла, она видит, что я лежу, и тут вся рука покусана. И это не заживало долгим временем. А врачи были русские, но у нее жил мадяр, это значит венгр, он жил не в квартире. Он призвал главного врача своего, чтобы он посмотрел, что можно сделать. Он сказал, надо снять руку, рука вся посинела, надо снять руку, иначе она умрет. У нее была тетка, я у нее тоже была. Она побежала до тетки и начала плакать. Клаве, треба снимать руку, боже. А он говорит, Найн, он тоже по-немецки говорил, я пойду к главному врачу, он посмотрит, это он какой-то врач такой, он к немцу пойдет. Меня не может довести, у него попросит, чтобы он пришел сюда. Он пришел сюда и посмотрел, говорит, плохо, плохо. Но он говорит, он дал мне 2 укола, и потом говорит, дам такую мазь, если эта мазь, если стухнет немножко, значит, пойдет на поправку. А если нет, придется снять руку, что ж. Он намазал немного, и я ничего не могу, вся температура до 40, и все горит. И он ночью, не ночью, как-то вечером, он бежит к нему 2-й раз этот мадяр. Говорит, очень плохо, идем, и он его еще тащит сюда. И он пришел опять, этот немец. Он что-то другое вынул, еще 2 укола. Говорит, что надо с ней ночевать, кому-то в больнице взять ее. Но он говорит, я не могу, тут не разрешают брать таких в больницу, только немцев. Ой, он говорит, ну что делать, если у меня есть счастье, он говорит, так передает этот мадяр, он умел немного говорить по-русски. Так она выживет. Нет, он говорит, что она одна умирает, идет война, и многие умирают, так она одна, так она еще тоже будет. Но я же имела счастье. И вот ночью, кризис, видимо, я вся мокрая лежу, и здесь стало легче. Он стал ходить, каждый день приходил, этот немец, и делал мне уколы, и мазью мазал, и рука стала стухать. Ему чем-то платили за его... Никто ему не платил. Может, он платил, я не знаю, это я не знаю. Мадяр, может, платил. Этот мадяр жил у моей хозяйки. А вот вообще хозяйка ваша, Юля, она на что жила во время войны? Как она вас кормила, себя кормила? Она с чем жила? Я ходила менять это вот, вещи и на села менять на кушанье. Водку я приносила, она приносила. Мы брали водку
в селе и одевали, знаете, вот это, ой, как-то, что, когда на себя такие, Пояса? м? Пояса? Не пояса, а это, ой, что греют, когда Грелки? грелки. Грелки наливали эту водку и обвязывались, и девочки проходили, мы проходили через минные поля, и думаете, немцы же такие вредные, они стояли сверху на вешке, а где видели, где минные поля, они кричали «Хальт! Хальт!», что «Станьте!». И они сами сходили, чтобы не знали, что мы носим водку, и нас проводили по местам, где не было мин. Вот мы продавали водку. А Так вы вот. ходили в компании, в одиночку? 2 девочки мы ходили. Я еще с одной девочкой. И Юлька сама ходила в Никоновку, где я жила тоже 2 месяца. Мы туда ходили, брали водку. Клавдия Петровна, а вот с той семьей, которая вас к Юле направила, какое это было общение во время войны? Вы встречались? Я почти с ней не встречалась, потому что я ее видела, мы с ней говорили, она приходила к Юле, это Маруся, подружка моя. А он, понимаете, он слыхал, что идут немцы. Так он боялся, что его же расстреляют. Он забрал всю... Они не хотели ехать, они кричали, он их всех забрал на подводу и увез. По дороге от переживания у него разрыв сердца получился. Это когда красные подходили? Красные подходили, еще не были, но подходили. И Маруся никак не интересовалась вашей судьбой, ведь она ведь вас свела с Юлей. Она меня свела, и иногда она приходила, там, ну, что-то приносила кушанье. А так ні, вона говорить, батько вже і так сказав, що десь ви ходите і когось готуєте. Так он был такой, как зверь. Это был очень вредный человек. Клавдия Петровна, было ли такое, что вот вас тянуло на аэродром, к той могиле, где были все евреи? После этого, когда были немцы, я не ходила. А после этого каждый год мы ходили 2 раза в год. За время оккупации ни разу? Нет, во время оккупации. Во-первых, я не могла найти это место сама. А потом уже, когда зашли наши подружки, ходили, мы все ходили туда. Как ваши отношения с Юлей сложились? Ну, она приходила к нам, когда я жила у тети. Когда я вышла замуж, она уже здесь не было. Она вышла замуж за молодого такого, который служил в армии, он здесь служил. Понимаете? Или он воевал, если я не помню, что такое, где она его взяла. И он говорил, что он здесь не хочет быть, давай поедем на Донбасс, там моя родина. Но она работала в шахте. И ей оторвало ухо. От уха пошел гной в голову, и она умерла. А ее сын? А сын и там, наверное, я не знаю, он мне не писал. Она писала. А он никогда не писал. Я бы хотел сейчас, чтобы вы назвали ее полное имя, отчество и фамилию. А как? Юлия Адамовна Домбровская. А он, я не знаю, он не писался на ее фамилии. Это ее девичья была. Вам важно знать фамилию человека, который вас А он фактически писал прятал всю войну. на фамилии отца своего. Что бы вы хотели еще рассказать о жизни в период оккупации? Ой, это была такая жизнь, что о ней больше нечего рассказывать. И потом она меня любила, уважала. Но я приходила в этот дом, где она жила после войны, так соседи говорили на нее ужасно. Они не верили, что она меня могла спасти. Она ненавидела евреев, они говорили. Она жила с евреями на общей кухне потом. Почему-то ее выселили с этой квартиры, где она жила. Ой. Но меня она уважала, я ее уважала, я к ней ничего не имела. А они говорили, что она готова нас всех убить. Это рассказывали соседи евреи? Соседи евреи, с которыми она жила после войны. И они говорят, это ты выдумала, что она тебя прятала. Я говорю, как же, кто же меня прятал?
Вы в какой-то степени подружились с ней? М? У вас разница была всего 10 лет в возрасте. Да, она была молодая. Вы стали подругами? Мы с ней как подруги были. Ну, я не могла всегда у нее быть, так я была у ее, она тоже воспитывалась без родителей, у тетки Михайловской. Так я часто бывала в Михайловской. Ну, были такие, что я не могла у нее быть. Но во время войны вы прожили у нее 3 года. Да. Вот с 41 по 44 включительно почти. Потому что пока приехали мои родные, она сказала, чтобы я никуда не шла. Ну, чтобы я была у нее и вообще жила у нее. А дядя, когда узнал, что я жива, так они мне дали телеграмму, что мы тебя удочерили. Ну как, я должна была к дяде пойти жить. Дядя, который был в эвакуации. Да. И вы что решили? Я решила пойти к нему. Скажите, вот освобождение Бердичева, как запомнилось вам? Освобождение Бердичева. В Житомир брали несколько раз, брали, и вот немцы вот уже... А у меня там был знакомый еще один, он работал в магазине до войны, очень славный человек, Сафянчук. И вот она мне, это было тоже, я имела счастье, а потом я уже его не имела. А мне воды нигде не было, тут дальнобойная бьет, нужно принести воды. Ну, конечно, она меня лучше пошлет, что она сама пойдет. Он пошел по воду, и я пошла по воду, это человек. И вдруг падает это, не что-то дальнобойное, что-то падает. Снаряд. Снаряд. Его убивает на смерть, вот мы рядом с ним, вот так. А меня только приглушило. Ну, приглушила, я падаю тоже. И прибегают люди, они ее ругали, они ее назвали лохудра. Чего ты дитину послала в такий момент? Ты не могла без воды обійтись? И я жива. И я кричу, он только говорил, он говорит, скоро уже наши бьют, чуешь, наши уже бьют. И я говорю, дайте ему воды, чи что? А они сюда туда пульса нема. А я жива. И мы с ним стояли вот так рядом. Когда вас освободили? 5 января 44 года. Где вас застало освобождение? Где вы находились? Я была у Юлии. И когда они зашли наши, так они тоже плохо обошлись с людьми. 7 января это большой праздник у крестьян, знаете, 7 января. Это у них, ну, 1 января Новый год, это у них Велия. Так что они сделали? Именно 7 января они всех выгнали на уборку этого дворов. А тогда было очень много снега, очень. Чтоб снег чистили, чтоб делали все, чтоб работали в их праздник. Боже, как они ругали эту светскую власть. Мы вас чекали, с хлібом, солью вас встречали. А вы что робите? Вы упомянули в начале рассказа своего о том, что после освобождения Бердичева в городе стали появляться евреи, уцелевшие. Вот подробнее расскажите об этом. Вот я стою в окне и вижу, что идут, вижу, что они евреи. И говорят, хоть я не говорила столько лет, идут евреи и говорят по-еврейски. Я выскочила и говорю им, «Изунтиден, ибо на идише, бегайте». Она взяла, как бахнула мне по лицу. Эта женщина, она потом говорила мне, она уже умерла. Я говорю, вы шлуктер. Она говорит, ты над нами смеешься, потому что мы евреи, а ты русская, так ты смеешься над нами? Я говорю, нет. А тут пришла моя Юля и говорит, видишь, ты казала, что не умеешь по-еврейски говорить, я же это говорила. Я говорю, я побачила своих, то я хотела им сказати щось. Это первый еврей, которые появились в Бердичеве. А потом стали приезжать. То есть вам просто не поверили, что еврейка Нет. могла остаться в живых и подумали, Наверное, что я вы не знаю, что издеваетесь? да.
Так она не побоялась, и меня, а Юлька, видишь, она меня бьет. Она хотела видеть, в чем дело, почему она меня бьет. Я говорю, я еврейка. Как же ты осталась? Тут ни одного человека, она говорит, не осталось, ни одного. И она была, Фурки с ней шел. Потом я уже их видела, я с ними говорила. Они говорили, когда мы пришли, увидели тебя, первых ты была очень на русскую похожа. А во-вторых, мы не поверили, что кто-то еще остался жив, что немцы кого-то оставили. А из довоенных знакомых, родных? Я никого не видела. Ни родных, ничего. Только родных, это что не да. А там ходила женщина одна со списком. И читали. Кто, может, вот, пришли к Юльке тоже, чтобы она почитала. Из этой фамилии, этих, есть кто-то живой? Она почитала про Глейптер. Это дядя там, а этот человек раньше уехал. И он дал там женщине, чтобы она походила по квартирам и искала нашу семью тоже. И вот она читает. Баглейтер. Она думала, что мой брат остался жив. Я захожу, говорит, Клавцю, твій брат живий, він тебе шукає. А я знаю, що його нет. Я говорю, не може бути. Вона говорить, ну, завтра прийде чоловік, який живе разом з своїм братом. Это его дядя. Он ему дал адрес, этот мужчина, и он мне сразу дал телеграмму, что мы тебя удочерили. Я пошла к нему, еще пошла заниматься у дяди. У нее я не могла заниматься. Но не имела такой возможности желать меня заниматься. Надо было деньги зарабатывать что-то на жизнь. И вы стали жить у дяди с какого времени? 44 года они приехали, наверное. Ну, что шла война, еще шла. Потому что брата моей тети убили еще в это время. Он еще был живой, тоже писал. Ну, наверное, в сентябре шел. В августе или в июле я пошла к нему жить. Клавдия Петровна, вы еще рассказывали, начали только рассказывать об одной еврейской семье, с которой вы вместе скрывались в какой-то период. Это Айзенштейн, я же Вот говорю. Айзенштейн. Как они выжили? Что вы об этом знаете? А что это он был с дочкой. Он был богатый очень до войны, имел много пятерок. И эти пятерки он занес, этот пюро, знаешь, пюро. А что за пятерки? Пятерки золотые. Он занес к нему, он был колбасник, и тот тоже был колбасник. Он занес к нему и сказал, если я буду жив, я буду их брать, чтобы мне помогали. Ну, и он брал, мы ходили с его дочкой к нему, брали эти пятерки, и ему заносили. Он где-то менял у зубных врачей. И так он жил. У ее тетки Михайловской с дочкой. Но потом он тоже жил в Никоновке, потому что тут уже люди стали говорить, что у вас там есть. Он был очень похож на еврея, мужчина. И он был уже старый тогда, он 3-го года, тогда ему было не так много. И она ее отправила в Никоновку, эта хозяйка. И он в Никоновке жил, тоже давал золото. Он за золото его держали, так бы его не держали. А дочку он отправил, чтобы она шла, потому что ее хотели убить, перешла фронт. Она перешла фронт. А что с ними после войны было, вы в курсе дела? После войны они стали живы, он работал. И дочка училась, и у нее было все хорошо. Но сейчас он уже все-таки пережив столько, он уже давно уже умер. Сердце не выдержало. После того, как вы переехали к дяде, собственно, мирная жизнь началась. Еще не было мирной жизни. Война еще шла, но в Бердичеве уже была мирная жизнь, город был освобожден. И что вы стали делать, как ваша жизнь стала складываться? Я стала учиться в школе. Ну, сразу все по квартире делала и все. Потом я пошла, что мне нужна была метрика. Я пошла в школу, и там копию мне дали. Я была Клара Пейсаковна. А там, кто давала мне копию, говорит, зачем тебе это надо? Я тебе запишу Клавдия Петровна.
Ну, и она меня записала в школу украинскую опять, тетя. Ну, вас в жизни ведь называли как? Клара или Клавдия? Клара. А после войны все Клава. Во время войны вы как Клара все-таки? Клава, Клава. Клава. говорю. Же Клара. И стали вы уже Клавдией Петровной по документам. Да, и стала учиться в школе. Ну, и в школе там была я одна еврейка на всю школу. Не было, только... А до войны половина была? Ой, да войны половина, наверное, была. И, знаете, дети, они напитаны были немецким духом. Что это значит? Они знали, что там же, знаешь, я еврейка в школе. Потому что у нас была завуч еврейка, Ревека Моисеевна. А все остальные учителя были украинцы, русские. И мне на спине они написали «Жидовка». Говорят, после войны. Я не знала ничего, но я иду. А другие девочки мне говорят, что-то кто тебе написал такие? Я говорю, я не знаю, кто. Они же знают, кто сзади меня сидит. Девочки позвали эту еврейскую, эту завуч. Она почитала, она сказала, завтра я вызову родителей ваших, и они скажут, что вас научили. Я сказала, что я пришла и плачу, говорю, тетя, она говорит, я не хочу, чтобы ты там училась, она говорит. Иди в другую школу, где есть евреи. Она пришла со мной в школу, и сказали, не надо. Она хорошая девочка, не надо так. Мы завтра соберем собрание, и мы им покажем, кто жидовка, кто не жидовка. И эти мальчики стояли на коленях, меня перепрашивали. Это 2 мальчика там сидели. Они написали жидовка. А ты еще война не кончилась? Нет. Мы уже в городе были евреи, приехали. А в последующем в вашей жизни бывали ли еще такие эпизоды, когда антисемитизм проявлялся в вашем отношении? Я знаю, когда я работала, так я не знаю, Илья, потому что я еврейка, ты что? Так там один, я сидела в конторе, там один схватил булыжник и кинулся меня убить. Что случилось? Почему? Я не знаю, почему и за что. Но там стояли люди, которые там видели, что он бежит с булыжником. Они сразу за ним и захватили этот булыжник. А потом они его стали спрашивать. И кажется, я не знаю, что мне пришло в голову. Он не сказал, что вы еврейка, ничего не сказал. Как долго вы жили в Бердичеве после войны? Ну, все годы до того, как мы сюда приехали. Значит, в Бердичеве прошла вся жизнь. Где вы работали? Я работала мало, но в Смешторге. На подсобном хозяйстве, в Смешторге, в этом... где-то я работала. В швейной мастерской. Когда вы создали семью? Я вышла замуж в 48-м году. Как вы познакомились? Я сама работала, я там работала, где он жил. Он жил по Быстрицкой, но это улица за город. И там, а я работала в подсобном хозяйстве. Там мы с ним познакомились. Я была совсем молодая еще. Чем вам понравился этот молодой человек? Я не Почему знаю, такой был выбор? я не знаю, как он чем понравился, но мне просто надоело жить у кого-то всю жизнь. Но Вот. вокруг было много парней украинских, русских. Украинские были, евреев у меня не было. Для Я была вас похожа на украинку, я работала среди украинцев, я говорила все время по-украински. могли бы выйти замуж за украинца? Да, но я не хотела, я же знала, что они делают. Почему вы не хотели? Потому что не хотела. И дядя мой, это был как мне как отец, он ненавидел украинцев. Он их презирал каждый день, каждую минуту. Но ведь были такие, кто помогал, не выдавал, прятал. Ну, очень мало было. И все равно, когда дядя сказал, нет, то как это? А у них очень приличная семья, у них такая семья. Для вас насколько принципиально было это выйти замуж за еврейского мальчика? Это было для вас так важно? Конечно. Раз я стала жить, раз меня Бог оставил жить.
И каждую минуту он меня спасал. Так надо только за еврейство, парни. Мы сейчас остановимся и продолжим на следующей пленке. Клавдия Лепа, Кириат Хаим, Израиль, тейп номер 4. Какой была свадьба? Никто у нас не было свадьбы. Я имею в виду, свадьба была советская или еврейская? Как вы Никакой не исправляли? было. Обед просто делали и все. У него мать не родная. У меня чужие. Они делали обед и все. У вас есть дети? Да. Назовите их, пожалуйста. М? Назовите. Ну, Петр Ицкович, 51 года рождения. Вы назвали сына. Имени папы. А дочка имени мамы. Как ее зовут? Мама Дочку. Рита. А дочка родилась в каком году? В 56-м. Клавдия Петровна, вот ваши родители сделали брит братьям вашим. А когда у вас родился сын, Тоже. вы сделали? Это его мама настояла. А Я где был произведен обряд? дома. Она очень религиозная была, очень. И хорошая очень женщина. Внуков нажили? Да, тут. А про внуков ваших расскажите, пожалуйста. Значит, те, что там и тут. Про всех ваших внуков? Ну, старший меня в Белоруссии, 79-го года рождения. Игорь Щерба. Это там. А здесь у меня этот Евгений, 81-го года рождения. Евгений уже Петрович, 81-го года рождения. А меньше Боренька. Он какого года? 84-го. Боря назван именем моего братчика Борю. С какого года вы в Израиле? Ну и 1,5 года. С 96-го, 97-го, 5 декабря. И семья вашего сына находится где? Здесь, в Израиле. А дочка в Беларуси. Клавдия Петровна, вы могли бы рассказать вот то, что было пережито во время войны, во время оккупации вами в детском еще возрасте? Как это после войны сказывалось? Как это отразилось на вашем здоровье, на вашем состоянии? Так, первые годы я не чувствовала ничего. А потом? А потом я очень стала болеть. Нервами болела, и сердце заболело. И сейчас очень болею. Вы хотели бы что-то еще добавить к вашему рассказу? Добавить, что я так несчастна, хочу умереть, уже хватит мучиться. Жизнь моя неинтересна, нисколечко. Ходить я не могу. Общаться с людьми тоже не могу. Да, что я тут вижу? Там я прожила в этом доме, я оттуда выехала 40 лет. Там я всех знала, и я с ними общалась. А здесь никого не знаю, ничего не знаю. Отживаю. Вы знаете слово «отживаю»? Вот я отживаю. А как было принято решение о переезде? Когда у меня это случилось, так сын написал, что надо ехать сюда. Ну, конечно, поздно, он говорит. Если бы я вначале все переехала, я бы ногу сохранила. А сейчас ногу. Но он говорит, хотя бы сколько-нибудь, если они рядом, дети, так
могут помочь немного. А сын как давно находится в Израиле? А сын, его, мама ее очень захотела в Израиль. У нас там Чернобыль, они боялись за детей. И решили. А я была против, когда он ехал. Потому что здесь капиталисты, а капиталисты все-таки это не советский человек. Это пока он не накопит себе, он о тебе не думает. Не так? Так сын сколько лет уже здесь? Уже 7 лет. Клавдия Петровна, спасибо вам за рассказ. И у вас есть возможность, если вы хотите, обратиться с какими-то словами, пожелать что-то людям. Что бы вы хотели сказать? Людям, чтобы не было войны, чтобы люди не пережили то, что пережила я, то, что пережили мои сверстники, такие как я. Чтобы мир был во всем мире, все, что можно больше сказать. И чтобы люди были здоровы. И еще одно, не обращались за помощью кому-то. Это самое худшее в жизни. Это не сравнить ни с чем. Вот так. Спасибо вам. Пожалуйста. Пожалуйста. Это Семен Исаакович, папин брат, который меня удочерил в 50-м году. Всё. А рядом с ним-то я в 50-м году тоже. Пожалуйста. Это мой муж, Лепа Ицкак Кирович. Прошел войну. Мы с ним поженились 19 сентября 1948 года. 1648. Значит, это Рита. Названа Рита, потому что в честь моей мамы Ривы. Игорек, тут он, мы вот здесь полгода, это в 80-м году. Почему? А что же говорить? Игорь на фотографии. Игорек, это мой внук. Он назван в честь моего брата старшего, Ицек. Это тут какой? Сколько ему тут лет? 80. Ну, судя по фотографии, он идет в первый класс. Так 81, 79,7, 86. В 86 году. Прислана фотография бабушки и дедушки. Да, здесь фотография сына моего Петр Ицкович. Жена его Янина Исаковна. И дети Женя и Боря. Ну, это мой муж. Мы сошлись в 1948 году, 19 сентября. Он очень хороший человек, от хороших родителей. Примерный отец, примерный муж. Участник 2 войн. Имеет награды. И за доблестный труд на заводе «Прогресс», на котором он проработал 40 лет. И военные награды. Он мне во всем сейчас помогает, потому что я инвалид. Он и людям помогает, сколько может.